Холо, тропиканцы! На связи Эль-Адмен, единственный и неповторимый ведущий островного ток-шоу о вселенной Тропико и в частности Тропико 6 во ВКонтакте. Уже более 5 лет назад, в момент анонса 6 части, я основал тематическое сообщество об игре, в котором делился с вами информацией о Тропико во всех возможных форматах. Во всех, кроме одного – видео. Наше сообщество должно выйти на новый уровень активности и осведомленности, поэтому в новом году я собираюсь заняться выпуском видеоконтента. И если вы подумали, что я начну снимать очередные бестолковые и скучные геймплеи, то спешу вас огорчить или обрадовать. Канал будет посвящен исключительно наглядной демонстрации игровых обновлений, обзорам на дополнения, проверке тех или иных фишек, фактов и багов. Формат полуторачасовых партий, где я пытаюсь построить светлое социалистическое будущее Тропико, это совсем не то, в чем нуждается наша комьюнити, ведь такого контента уже достаточно на просторах Ютуба. Моя цель – давать своей аудитории исчерпывающие знания об игре, которые затем не стыдно будет применять и на практике. Это видео не только приветствие и доброе напутствие, но и пилотный выпуск рубрики обновления. Только Пенультима в курсе, как долго немцы планируют поддерживать Тропико 6 на плаву, радуя фанатов серии чем-то новым. Поэтому регулярность выпусков будет напрямую зависеть от разработчиков игры. Ну что же, хватит лирики, давайте посмотрим, что же приготовил Эль-Адмен для сегодняшнего выпуска. Начнем мы с наиболее актуальной вещи на январь 2023 года. Обзора на последнее дополнение к Тропико 6 под названием Neo Frontiers. Новые горизонты. Напомню, что выход DLC состоялся 1 декабря прошлого года на ПК, а спустя еще 2 недели и на консоли. За заслуги перед Тропико мой любимый немецкий издатель наградил меня внеочередным ключом активации, благодаря чему я имею возможность записывать этот обзор без единой потраченной копейки. Хочу выразить благодарность немцам за то, что даже в такие тяжелые времена для российского комьюнити они не ограничили нас в возможности приобретать их игры. И помните, пиратство не приближает выход Тропико 7 и тем более не делает ее гораздо круче предыдущих частей. Собственно говоря, дополнение «Новые горизонты» посвящено эре освоения космического пространства, футуризму в архитектуре и тропиканскому киберпанку. В игре появилось еще 2 указа. Извлекайте больше денег из космических предприятий благодаря эдикту «Космический сериал», либо же воспользуйтесь эдиктом «Услышьте зов», чтобы завлечь жителей в звездолет и отправить их словно кильки в консервной банке покорять прежде невиданные горизонты. Кампания в Тропико 6 пополнилась 5 новыми задачами, которые позволяют Эль Президенте вступить в международную гонку исследований. В каждой из миссий нас будут ожидать как старые знакомые, так и новые персонажи. Кампания в 6 части мне, мягко говоря, не очень зашла. К тому же новые достижения за завершение миссии отсутствуют, но на вкус и цвет пальм нет. Ну и куда же без построек? Встречайте целых 9 новых зданий, устремленных в небо. Под чутким предводительством Эль Президенте Тропико уверенно вступила в клуб энергетических сверхдержав, построив первый в Карибском регионе термоядерный реактор. И неважно, у кого Пенультима украл чертежи, ведь теперь каждая хибара будет освещена при помощи максимально экологичного и по сути нескончаемого источника энергии – водорода, а его в здешних водах предостаточно. Здание требует персонал из 5 рабочих с высшим образованием и серьезного финансирования. Реактор можно настроить на работу согласно протоколу, либо же повысить производительность, увеличивая риск преждевременной смерти квалифицированных сотрудников. В качестве улучшений можно пригласить некого шотландца из будущего для апгрейда вырабатываемого электричества на 10%, а также организовать синтез золота, который время от времени будет радовать Эль Президенте звонкими монетами в казне. Население острова стремительно приближается к 10 тысячам, а места под лачуги уже не хватает. Многокапсульный дом – наилучший выход из данной ситуации. Теперь от прежних обитателей хибар, живущих в соседнем квартале от президентского дворца, не будет исходить жуткая вонь. На высоте более 50 километров над уровнем моря завывают страшные ветра и стоят низкие температуры. Постройка позволяет водрузить поверх себя до 6 одинаковых капсульных секций. При стандартных настройках здание вмещает в себя 42 капсулы для такого же количества людей.
Режим «делиться значит заботиться» увеличивает максимальное число жильцов в 2 раза, до 84 человек за счет расположения в одной и без того тесной капсуле 2 сожителей. Ну а с кучей малой можно раз и навсегда забыть про обанкротившихся бродяг, правда жертвуя криминальной безопасностью и стоимостью обслуживания строения. Улучшение «дотянуться до небес» увеличивает количество доступных капсульных секций здания с 6 до 8, тем самым увеличивая общую вместимость. А благодаря встроенным лифтам вырастет довольство жильем и потребление электроэнергии. Туристы отказываются селиться в освободившиеся лачуги? Что ж, это не вопрос. Одним щелчком мыши реконструируйте прежний многокапсульный небоскреб в капсульный отель с сохранением ранее установленных улучшений. Футуристичный комплекс работает в 2 режимах. Номера капсулы на одну семью, то есть стандартные настройки, или накопление страданий. Это когда сотрудников отеля постоянно бьют шокером и заставляют улыбаться, тем самым повышая довольство туристов сервисом, но заметно снижая довольство работой. Город под подошвой или город под куполом? Вне зависимости от вашего ответа, сегодня мы посмотрим, что из себя представляет жилой купол. Это настоящий город в городе, который способен в автономии благополучно пережить голодоморы, антирелигиозные манифестации, реборн Кривого Зеркала и даже передачу «Жить здорово» в качестве курса по биологии в школах. До 15 обеспеченных семей вкупе с 2 сотрудниками получают возможность не только жить под стеклянным куполом за железным занавесом, но и выбрать один из 3 режимов функционирования. Каждый из них автономно обеспечивает обитателей едой, но помимо этого предоставляет дополнительную услугу на выбор – медицину, развлечения или религию. Вместе с этим купол можно модернизировать камерами безопасности, которые понизят уровень криминала внутри, но и вместе с тем уровень свободы. Для пущего эффекта автономности эль-президент вправе организовать купольное образование, которое с некоторой вероятностью дарует рандомному жителю без высшего образования диплом. Синематограф будущего. Каков он будет? Ответ представили немецкие разработчики, открыв возможность построить развлекательный голограммный центр. Какое же массивное название, вы этого не находите? Здание имеет целых 4 режима работы. Первый показывает стандартные голограммы, которые пригодны для всех возрастов. Второй имеет название «Встреча с Голу-ламой» и вовсе не показывает голограмму, скорее человека в костюме ламы. Вонючий задрипанный костюм увеличивает загрязнение в округе посредством активного распыления аэрозолей, зато увеличивает количество доступных мест и цену за билет. Личные голограммы, которые указаны 3-ми в списке, рассчитаны на уникальные пожелания посетителей, что заметно уменьшает количество сидячих мест, но увеличивает потребность в рабочих руках, время посещения гостями и в целом повышает качество услуг. Последний режим под вывеской голограммы на льду дополнительно требует наличия снегогенераторов, вследствие чего вырастает энергопотребление здания. Зато качество услуг и время пребывания зрителей внутри вырастает. Вне зависимости от выбранного режима, эль-президента может организовать ароматическое погружение для всех посетителей центра, что непременно благотворно повлияет на довольство развлечением. Это канал Уно, и сегодня мы поговорим о пропавшем у США объекте. Сообщите им, если увидите на прогулке космический корабль, который стоит миллионы долларов. Сомневаетесь, что американцы были на Луне? Ваши сомнения не напрасны. Впервые в истории скандальные декорации были обнаружены и вывезены тропиканскими спецслужбами в лице Пенультима поближе ко дворцу. Теперь каждый любопытный тропиканец не только сможет прикоснуться к главной фальсификации 20 века, но и поучаствовать в массовке для съемок многосерийного сериала «Насколько велик ваш банан?» то есть «Лунная Одиссея президента 2089». Пока мировые державы заняты переделом собственности, тропиканский лидер не сидит на месте и вовсю готовится для колонизации космического пространства. Впервые в серии Тропико каждый игрок сможет построить космопорт, который послужит плацдармом для старта космических кораблей в сторону Луны и Марса. И если здание космической программы, которая существует с самого релиза игры, дает совершать коммерческие и патриотические запуски за единицы знаний,
то космопорт гораздо глобальнее смотрит на это дело. В действительности мы строим целый космический городок, внутри которого можно построить еще 4 дополнительных цеха, занимающихся выпуском частей ракет. Рубки экипажа, грузового отсека, топливного бака и ракетного двигателя. При этом каждая часть может быть сделана как из высококачественных и проверенных материалов, так и вовсе оказаться двигателем от парохода. Все упирается в ваши финансы и ресурсы. Соответственно, корабль, собранный из надежных частей, имеет гораздо больше шансов успешно доставить людей до пункта назначения, нежели из самовара и утюга. Также для полета необходимо собрать экипаж. Настраивайте подбор команды по своему желанию, будь то преступники, пенсионеры, представители той или иной фракции, бедняки, богатые и все в таком духе. Позаботьтесь о дополнительных ресурсах на борту, чтобы ваши подданные не умерли с голоду на второй день полета. Ведь чем больше тропиканцев долетит до конца, тем выше награда за проделанный труд. Успешные миссии на Луну могут существенно повлиять на частоту стихийных бедствий в тропиках, разблокировать более совершенные детали корабля, а также пробурить сквозь толщу реголита скважину до основного ископаемого нашего спутника – сыра. В свою очередь на Марсе мы можем колонизировать несколько кратеров, которые дают отличные друг от друга бонусы нашему государству. Но Красная планета гораздо дальше от Земли, нежели Луна, а потому сложность колонизации и уровень подготовки миссии вырастает в разы. Товарищ, наберитесь терпения. Путь через тернии к звездам будет нелегок, но очень интересен. Многие ли из вас задумываются об экологии в тропиках? Мы строим огромные заводы, которые день и ночь выбрасывают в небо и воду вредные вещества. Но это полбеды. Мы совершенно не зарабатываем на токсичных отходах. Регенератор был создан для того, чтобы исправить это недоразумение. Он представляет собой комплекс с огромными турбинами и не менее грандиозными трубами, с которых выходит пар. Построив регенератор возле промышленной зоны, он, помимо очистки местности от загрязнения, будет дополнительно производить сырьевые ресурсы в зависимости от типа фабрик. Например, оружейный завод потребляет никель и железо. Соответственно, если рядом с ним мы поставим хотя бы один регенератор, то он начнет воспроизводить из дыма тот самый никель и железо. Имейте в виду, что при низком уровне загрязнения окружающей среды ресурсы вырабатываться не будут. Оптимальным решением станет построить один регенератор на 2-3 завода. Здание использует систему фильтров, которые при стандартных настройках необходимо собственноручно менять в меню обзора. Чтобы облегчить себе жизнь, каждый Эль Президенте в разделе улучшений может приобрести автоматическое обновление фильтров. Вместе с этим регенератор работает в двух режимах. В отличие от стандартного, режим с использованием фильтров тонкой очистки позволяет вырабатывать ресурсы при меньшем уровне загрязнения, что влечет за собой более частую замену фильтров. А они, если вы до сих пор не поняли, не бесплатны. На закуску остаются еще 2 новые постройки. Как быть, если хочется разнообразить рацион, но вокруг только кукурузные поля? Лаборатория синтетических продуктов идет на помощь. Здание функционирует в 4 режимах на выбор. Первый – производим сыр из кукурузы. Второй – выращиваем мясо из кукурузы. Третий – разливаем молоко из кукурузы. Четвертый – делаем навоз из... из воздуха. Причем никаких расходных материалов не нужно. Но каким образом тропиканцы делают навоз из воздуха – гостайна. Как и многокапсульные собратья, лаборатория при стандартных настройках может вместить до 6 блоков друг на друга, с возможностью апгрейда до 8 единиц. Вместе с этим Эль Президенте может разрешить использование резины в производстве, что позволит искусственной пище стать более жевательной и дешевой. Монтажники-высотники с высоты вертикальной фермы шлют всем привет. Это инновационное здание, которое раз и навсегда способно решить проблемы с истощением почвы и нехваткой целины, которую, кстати, мы уже благополучно застроили под гольф-клубы. Ферма работает в 3 режимах. Первый режим позволяет выращивать любую агрокультуру вне зависимости от окружающей почвы, но необходимо бесперебойное потребление навоза и электричества. По сути, это идеальный вариант для суровых условий.
Второй режим нацелен на фанатов экологии, а потому каждый рабочий должен быть приверженцем данной фракции, что, кстати говоря, улучшает отношения с ними. Третий режим гораздо производительнее, чем предыдущие два, однако повышенное потребление растениями навоза ускоряет загрязнение окружающей среды в геометрической прогрессии. Как и лаборатория синтетических продуктов, вертикальная ферма при стандартных настройках вмещает до 6 секций вверх, но при соответствующем апгрейде увеличивает максимальное число до 8. Второе улучшение поднимает производительность на 3% за каждую секцию в этом здании. Вот и подошло к концу первое видео. Первое, но уверен, что не последнее. Я работал над ним на протяжении более 2 недель, потратив просто уйму нервов. И так как это мой дебют, мне еще предстоит учиться на своих ошибках и развивать ремесло видеоконтента. Я прекрасно понимаю, что видео далеко от идеала и скорее всего у многих вызовет неоднозначное ощущение, но все же надеюсь, что эти 15 с лишним минут оказались для вас хоть немного, но интересными. Как бы то ни было, мне будет крайне важно услышать каждого зрителя с его замечаниями и пожеланиями, а потому пишите свое мнение в комментариях к видео. Я продолжу работу над подачей материала, чтобы соответствовать высоким требованиям современного пользователя YouTube и просто фанатов великой серии Тропико. Впереди вас ожидает еще несколько любопытных видео, так или иначе связанных со вселенной игры. Кстати, если есть какие-то пожелания касательно будущего контента, то также пишите в комментарии, я прислушаюсь к каждому законопослушному гражданину Банановой Республики. На связи был Эль-Адмен. Все будет Тропико. Адьос. Это не пропаганда! Вы это поймете после нашей победы!